Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать вам новинки осени этого года от MiniArt. Горячие наборы, которые выходили за прошедшие несколько месяцев. Ну и также кое-что из более ранних, но не менее интересных изданий. Я благодарю MiniArt за эти замечательные образцы. Коробочка объемная, и мне тут на столе не развернуться. Думаю, я разберу все наборы за кадром, а после мы в общих чертах их рассмотрим и обсудим. У меня здесь, как видите, несколько моделей и различные аксессуары. А подробные обзоры на все эти коробочки обязательно выйдут в скором времени. Итак, начнем с аксессуаров. Набор, вышедший в сентябре, кондиционеры, спутниковые тарелки и несколько распределительных коробок. Казалось бы, простые, но важные и интересные дополнения к современной диораме. В комплект входит фототравление и даже декали, изображающие граффити на стенах. Далее набор овец. Животные нечастые гости в ассортименте модельных фирм, но MiniArt, похоже, решил это дело поправить. Ранее выходил набор голубей, и вот теперь овцы. Тут наберется животных на небольшое стадо. Теперь ждем продолжения, надеюсь увидеть и другую домашнюю живность. Следующая коробочка – комплект из 4 гражданских фигурок. Это у нас автопутешественники. В набор также входит 3 чемодана, которые, в свою очередь, присутствуют в отдельном наборе багажа. На этот комплект аксессуаров у меня есть обзор на канале. А фигурки, кстати, также попарно доступны в переиздании моделей Mercedes Type 170. Еще один сет гражданских фигурок на тему обслуживания автомобилей. Показана сцена с подкачкой колес, ремонтом и мойкой машины. А в этот набор также входят аксессуары, насосы, домкрат и инструменты. Очень интересные живые фигурки. Давно уже хотелось добавить их к своим моделям. И скоро мы это обязательно сделаем. Следующий набор – это также осенняя новинка, но 2020 года. Комплект из 2 пианино. Наверное, это самый простой набор в нашей сегодняшней подборке. Но простой не значит неинтересный. Шикарно исполненное пианино станет отличным дополнением интерьера или колоритным грузом в кузов. Собственно, в полуторке я его и планирую использовать. Если еще не видели мою сборку этого грузовика, то советую посмотреть. Далее свежий октябрьский набор аксессуаров, настоящий осенний комплект, яркий и сочный урожай овощей в деревянных ящиках. На боксарте настоящее изобилие. 16 ящиков с различными овощами и отдельно лежащие тыквы. Такое дополнение прекрасно впишется в самые разные сюжеты. Следующее – это набор трансмиссий для ранних моделей Т-54. А в этом году MiniArt наконец-таки сделал действительно полный интерьер для моделей танков Т-54 и Т-55. 3 варианта трансмиссии издаются отдельными наборами, а также в новых моделях уже входят в состав интерьерной версии. А у меня в руках ранняя трансмиссия, и запихнем мы ее в машину, которая в инструкции не названа. Но я думаю, все станет нормально, и должен получиться любопытный проект. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, бейте в колокол и следите за новыми видео. Инструкция здесь такая толстенькая, а все потому, что для каждой модели танков в отдельности показано, как установить эти новые детали, подружить их с корпусом и двигателем. И последний набор у меня без коробочки. Отдельная благодарность MiniArt за эти запчасти. На их счет недавно созрела у меня довольно амбициозная идея, ну и со временем я обязательно поделюсь подробностями. Итак, это бульдозерный отвал танка, который, в общем-то, можно приобрести отдельным набором. Но здесь у меня еще и литник с клинообразной деталью.
Такая модификация отвала имеется в наборе с бронетранспортером армии Южного Ливана и отдельно пока не издается. Даже на такой кусок железа мини-арт дает массу детализации. Интересно будет его собрать и еще интереснее водрузить на задуманный агрегат. Ну а теперь давайте перейдем к моделям. И первое, что хочу вам показать, это немецкий трактор с прицепом. В моем случае гражданский вариант. Мини-арт еще с осени прошлого года запустил линейку этих прекрасных моделей, и до сих пор их семейство только пополняется. Есть военные образцы, а также версии без прицепа. Вообще Lanz Bulldog популярнейший трактор Германии, до такой степени, что этот бренд просто стал нарицательным. Думаю, впереди у нас еще немало модификаций. Например, гусеничный вариант со складной мягкой крышей или закрытой кабиной. Кстати говоря, здесь используется уникальнейший двигатель, но об этом мы поговорим на обзоре и стройке трактора. Пакет с литниками довольно увесистый, но здесь немало их отведено под аксессуары, и прицеп также не маленький. Честно говоря, мне уже не терпится добраться до сборки этой модели. Далее горячая новинка этой осени. Американский грузовик Chevrolet G7107. Всего за несколько месяцев модель успела обрасти рядом модификаций, как военного, так и гражданского назначения. И вот в ближайшее время готовится к выпуску модификация с лебедкой. Кстати, все модели дополняются фигурками и аксессуарами. Похоже, это такая новая фишка мини-арт. Модель автомобиля шикарно детализирована, отлично проработаны узлы и агрегаты. Посмотрим все это поближе в обзоре, но и в долгий ящик откладывать я его не планирую. Далее посмотрим бронетехнику. И первый здесь это танк Т-34-85. Этот набор вышел в сентябре, а вообще долгожданный Т-34 от мини-арт выстрелил еще летом 2020 года. За это время накопилось множество модификаций, в том числе и послевоенного периода. Мне, кстати, очень интересен египетский или сирийский вариант. Но начну я свое знакомство с классики. Машина периода Великой Отечественной войны. Здесь у меня насыщенный набор, интерьерная версия танка. И последнее, еще один истинно осенний набор, самый массовый немецкий средний танк ПЗ-4J образца осени 1944 года. Это одна из поздних версий танка, по которой уже заметно ослабление военной мощи Германии. Обязательно эти моменты обсудим в обзоре. Мини-арт же, как всегда, все отличия версий воссоздает очень тщательно. Это также интерьерный набор, вижу пакет с деталями просто огромен. Стройка такой модели будет некоторым вызовом, а покраска так тем более. Кстати, эти два танка отличная пара. Средние, самые массовые, да и период в целом совпадает. Будет здорово поставить их обоих рядом на полку. А вот еще интересное наблюдение. Уверен, мини-арт одинаково детально воссоздает любые образцы техники. Но толщина инструкции на немца и 34-ку как бы намекает, какой прототип был более наворочен. Итак, друзья, вот такие новинки подготовил мини-арт за последние месяцы. Осень выдалась действительно яркой и богатой на интереснейшие модели. Шикарный новый грузовик и не менее интересные модификации ранее выпущенных образцов. Ну а аксессуары мини-арт уже давно возвел в отдельный вид искусства. Кстати, скоро нас ждет еще совершенно новая модель – трехколесный грузовичок Tempo. Наверняка он также даст старт новому интереснейшему семейству моделей мини-арт. А на этом же свой обзор я буду заканчивать. Напишите, какие модели вас больше заинтересовали и что бы вы хотели увидеть на обзоре и в сборке. Если собирали что-то из показанных образцов, поделитесь впечатлением.
Я же благодарю вас за просмотр, за лайк, комментарий и подписку на канал. Всем пока и до встречи в следующем видео.